Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Сергей Станкевич на связи прямо сейчас. Сергей Борисович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Приветствую нашу с вами аудиторию. Напоминаю, что я миротворец, христианский пацифист и гостеприимный хозяин телеграм-канала «Станкевич объясняет», куда я всех приглашаю ежедневно. Сергей Борисович, начнем с главного. Слушайте, какая-то интересная штука получается. Запад сливает Зеленского? Ведь эти все митинги, которые 4 дня подряд проводятся с картонками, с очень интересными заголовками, их можно, в принципе, соотнести с заголовками западной прессы. Один телеграф чего стоит. В общем, Зеленский должен уйти ради Украины. Телеграф это, они там очень близкие к Ми-6, да, и, соответственно, получается, работодатель недоволен сотрудником. В общем, происходит страшное. И по медиапроявлениям Зеленского вчера, который судорожно срочно отправился, то они Келога водили по всем мероприятиям вместе, да, а сейчас вот Зеленский лично и в госпитале, и дроны, и там на встрече, и вот здесь, и вот так, и с бойцами, и такие позитивные месседжи, 1000 дронов в день будем выпускать, и о том заботиться, и о том печется, и Ермака как-то рядом нет, один раз он проскочил в кадре. В общем, как-то, видимо, что-то происходит, и это мы наблюдаем воочию, но что в глубине? Давайте попробуем разобраться в том, что происходит, в том главном, что происходит. Действительно, срок политической жизни Владимира Зеленского подходит к концу, собственно, подошел к концу. И это понимают, пожалуй, уже все, кроме него самого. Хотя, может быть, и он уже понимает в глубине души, просто вида не показывает и головку держит. Тут короткое отступление политолога я себе позволю. Вот в политической жизни всякого сколько-нибудь заметного лидера важны 3 акта. Как прийти к власти, потом как понять полностью именно свою, а не чужую миссию, исполнить ее, и потом, как вовремя уйти. То есть, вовремя понять, что время твое истекло, не дожидаться, пока тебя будут выпихивать, и самому организовать свой правильный уход. Вот эти 3 акта определяют место того или иного политического деятеля в истории. Это я вам как историк и политолог авторитетно заявляю. У Зеленского получилось зайти в политику. Ярко, эффектно зайти. А дальше начались неприятности. Он вроде бы понял, точнее даже угадал именно свою миссию – вывести Украину из войны, соединить разделенную страну и направить ее по пути развития в перспективе процветания. Для этого были все необходимые условия. Но он почему-то вот эту свою миссию, с которой он избрался, предал, заменил ее на чужую и чуждую ему миссию, и ее попытался все менее и менее успешно исполнять. Вот этот пресловутый армавир, он его подхватил как вирус. А сейчас, когда уже все проиграно, он не понимает, что время истекло. Или делает вид, как мы уже сказали. Да? Потому что вот уже и ведущие ключевые западные союзники хотели бы его поменять. Вот этот его внезапный прокол по конкретному поводу, когда он взял и наехал сгоряча на западные надзорные органы, НАБУ и САП. Это ведь были именно надзорные органы за его режимом, созданные еще в 2014 году, и потом, так сказать, они обеспечивали поток информации и возможность точечно выдергивать отдельных взорвавшихся каких-то участников политического процесса в Украине. И он вдруг решил, что ему уже можно на эти органы наехать, особенно когда они затронули ближайших 3 его ключевых фигур, вы их знаете, не буду их называть. И этот прокол, год назад ему точно простили бы, может быть. Сейчас он надеялся, что пожурят и забудут.
что нужно выдержать только вот первую волну, первое такое проявление недовольства, какие-то критические публикации, 2-3 дня забудут, заглохнут, потому что есть вещи более важные. У нас тут вот фронт проваливается. Не забыли. И даже когда он отыграл назад, когда он внес в Верховную Раду прямо противоположный по смыслу закон, демонстрируя, кстати, абсолютную инструментальность этой самой Верховной Рады, которая не парламент, а такая, знаете, игрушка в руках. Так вот, когда он даже внес этот самый прямо противоположный по смыслу закон, ему не зачли откат. Не зачли. Продолжаются во флагманских СМИ Запада, Financial Times, в частности, Wall Street Journal, New York Times, продолжаются критические, негативные публикации, не оставляющие ему простора, чтобы отпетлять. О чем это говорит? О том, что да, пожалуй, уже списали. Уже списали и наверняка, если это так, активно ищут замену. А кто же это может быть замена? Ну, это вот отдельный вопрос, который, может быть, мы с вами сегодня будем разбираться. Да, возможно, но давайте все-таки посмотрим на состояние, собственно, режима. Ну, это вот если так с одной стороны посмотреть. Ну, давайте посмотрим под другим углом. Кабмин поменяли. Вот эта чехарда с антикоррупционными органами, ну, наверное, может, затянется немножко. Ну, как бы тоже пройдет. Смотрите, везде же фотографии. Вот руководители, вот НАБУ, вот САП, вот я. Вот все хорошо, мы вот вернем. Тут же хитрее все, наверное. Подошли ведь очень-очень близко. И сейчас, вот по большому счету, да, раскручивается в медиа такая интересная история о неких пленках НАБУ. Мол, есть какая-то квартира, да, квартира, там просверлили дырочку, прослушечка НАБУ, и там Минтич с Зеленским на записях обсуждают, кого козлить, а кого казнить, а кого доить, а украинцы, отношения к этим украинцам, и там это все как бы гуляет. Ну, в пору, конечно, искусственного интеллекта бывает всякое, но сам процесс пошел. То есть даже в этом абсолютно наглядном, прозрачном протесте, который выходит, он публичен, то есть вот он есть, уже получается вырисовывается второе дно. Кто-то печатает плакаты, выходит в пикселе, есть публикация Financial Times, которая говорит о том, что, простите, пожалуйста, ну, командирам строго-настрого приказали нет никаких военных на этих митингах. Но, тем не менее, кто-то да появляется, да, или из отставных военных, или в принципе, да, кому не страшно. Получается, что за это время ему просто нужно перепрятать нечто, а дальше опять ложиться и быть покладистым к Урсуле, к глобалистам. Денежка будет идти. Он же не просто так во вчерашнем интервью говорил о деньгах. Мол, нам 40 миллиардов надо, 25 еще на дроны, мы готовы продавать дроны, американцам интересны наши дроны, побывал на заводе дронов, вот у нас оборона, вот смотрите, война. То есть абсолютное переключение повестки. Ну, как вам думается? Ну, вот смотрите, сегодня, например, прошлой ночью влетел, ну, я так понимаю, дрон, да, российский, в элитную многоэтажку в Днепре. Яркая картинка. Ну, вот берем эту картинку, ну, а что, война. И все вроде как уже там, как говорил Заряный Шкиряк, повоняют и забудут. А вертикаль-то останется, а управляемость-то останется. Поэтому есть мнение отдельных аналитиков, что Зеленский, пройдя через вот этот вот комплекс неприятностей, только укрепится. Ну, дело в том, что это Зеленский ситуативный лидер, а вот системные лидеры на Западе, и особенно их глубинные государства, они же не извлекают эффект вот из этой конкретной сцены и не бегут дальше к следующей сцене. Да? Они планируют надолго, и они никогда, еще раз, 2 чертами подчеркну, никогда не делают ставку на физических лиц. Они делают ставку на свои интересы, а они с физическими конкретными лицами не работают. Вот. Поэтому наивно думать, что все заиграно, все в порядке и все будет как
раньше при дедушке Байдене. Вот. Значит, не будет этого. Что касается этих самых акций протеста, что там любопытного? Да, вот эти лозунги на картонках, картонная революция по некоторым публикациям назревает. Действительно, есть примечательные лозунги. Мне понравился лозунг «Зеля черт». Вот почему понравился. Это, я думаю, прямая отсылка к культовому фольклорному фильму «Вечера на хуторе близ Диканьки». Понимаете? Вот там же действует, с одной стороны, кузнец Вакула, воплощающий такой здравый смысл украинского казачества, да, и вот этот самый черт. И есть такая тоже сцена, где Вакула приходит посоветоваться с Пацюком, а что же ему делать? Вот, держа мешок там за спиной. И фраза Пацюка, она мне очень запала в душу еще с детских времен. И я потом, став политологом, ее часто использовал. А фраза звучит так. Вакула-то спрашивает, куда же мне теперь податься вот, за правдой, за решением моих проблем. А Пацюк говорит, тому не надо далеко ходить, у кого черт за плечами, имея в виду вот этот мешок на плече. Вот буквально ситуация сейчас ложится на украинскую реальность. Тому не надо ездить в Стамбул, у кого черт за плечами. Поэтому выход с табличкой «Зеля черт» на очередной третий Майдан – это примечательная такая вот операция, примечательная такая трансформация украинского кинематографического мифа. Я считаю. Очень Видите, важно. какой вы смысл предали. На самом деле все просто. То я помню митинги Аваков черт, да, сейчас вот Зеля черт. То есть это такая стандартная практика как раз-таки вот этой публики, которая Не выходила скажите, а вы протестовать. помните, как Вакула разобрался в финале фильма с чертом? Он его отстегал и выгнал. И черт летел, сломя голову, пока не сел пылающим задом в полынью. Вот тут есть все-таки и домыслы, и аллюзии, и некоторые возможные продолжения сценария. Теперь, что касается вот еще некоторых вещей, про которые вы спрашивали. Да, выход военных на этот третий Майдан – примечательная вещь. Он не был массовым, но он был всеми замечен. А еще, пожалуй, один выход тоже я бы отметил особо. Это братья Кличко. Они снова на Майдане. Причем Виталий, который одновременно является мэром Киева и лидером протеста, он там еще и по телефону рулил событиями и обеспечивал охрану этого массового мероприятия, которое, в принципе, противоречит действующему законодательству о военном положении. Люди, они осторожные и системные. И вот моя интуиция подсказывает, что братья никогда бы не вышли лично на Майдан и не демонстрировали бы так активно свое участие, не фиксировали бы его на пленку, если бы это обстоятельство не было каким-то образом согласовано с европейским глубинным государством. А европейское глубинное государство давно поддерживает вот этот братский союз и активно ему как-то помогает, и так вот определенную защитную такую пленочку над ними удерживает, крышу, можно сказать. Вот раз они вышли, раз они решились, ну, значит, некоторый сценарий, подробности которого мы не знаем, разворачивается. И Виталий Кличко – один из возможных сменщиков, на мой взгляд. И я даже тут вот в публикациях телеграм-канала, на который я ссылаюсь, Станкевич объясняет, я там даже предположил, что уже готовятся билборды с лозунгом на будущие президентские выборы. Виталия в президенты, Володимира в мэры.
И это, по-моему, будет очень эффектным лозунгом. Ну, Я бы уже есть нардеп. политтехнологам рекомендовал его Да, использовать. нардеп Анна Скороход, она говорит, что на следующей неделе будет разбирательство и с Порошенко, и с самим Кличко, и к ним придут с уголовными делами, и будут, как говорится, щемить. Интересная, конечно, украинская политика. Хотя, вот видите, как вы обратили внимание, все же как обсуждают безуглую, в которую и плевали, и ругали, и все остальное. Потому что яркий был ее выход. И, в общем, ругали почему? Потому что она проголосовала непосредственно за эти законодательные изменения, и потом пришла к людям выгонять Сырского. Сырскому, которому сегодня 60 лет, да, у него сегодня юбилей, она вот его вчера, позавчера, то есть ходила выгонять. И тоже писала и Сырский черт, и там отставка Сырского и так далее. А если мы это, ну вот, масштабируем и попробуем посмотреть со стороны мирного трека. Смотрите, очень ведь какая-то загадочная ситуация, которая, я думаю, требует определенного объяснения. Стамбул прошел. Ну, как бы, знаете, все аналитики, вот с кем не поговоришь, все такие, ну, прошел и прошел. Ну, как бы, ну, Стамбул. Ну, вот Зачем 3000. ездили? Нет, ну вот 3000 тел там еще лежит, когда будет возможность, заберут. Что с этими другими 6000 тел? Вы же заметили, что нет информации. То есть даже единичных каких-то моментов, что вот передали, вот похоронили, вот могила, вот родные, вот там выплата какая-то или что-то еще, или там помощь, или хотя бы доброе слово. Но еще есть где-то Ну, 3000. это на следующий Майдан, видимо, тема, да. Понимаете? То есть вот есть 3000. Хорошо. Там обмен еще 1200. Отлично. Какие-то предложения от российской стороны по подгруппам военной, политической, гуманитарной, да? Какие-то вот опять инициативы, там 48 часов перемирия, 24 часа перемирия на линии боевого соприкосновения, чтобы, ну, жара, забрать трупы. Ну, то есть все то же самое, новизны никакой нет. Украина выходит только с одним посылом. Давайте прекращать огонь сейчас и встречаться Путину и Зеленскому. Перед этим Ермак ездил к Эрдогану. Очень странная встреча, потому что, ну, понятное дело, Эрдоган захотел, Эрдоган принял, но Ермак причем, он же вроде как не в Стамбуле. И сегодня Фидан распространяется информация, его заявление на телевидении турецком, говорит, что, слушайте, да и Россия, и Украина согласны на встречу Зеленского и Путина. И все как бы проталкивают эту встречу. А что она решает, если по большому счету Стамбул нам сенсации не принес? Записываю, чтобы ничего не забыть из 10 вопросов, которые вы задали в одном. Значит, пойдем по порядку. Позиция России в Стамбуле. Значит, почему именно так она прозвучала? Вот давайте мы 3 конкретных тематических подгруппы создадим и в дистанционном режиме попытаемся какие-то практические вещи согласовать. Это правильный ход абсолютно, потому что общие некие лозунги, а давайте мы без всяких условий, немедленно по линии соприкосновения, какой-то на неопределенный срок, какое-то перемирие, а там будем разбираться. Значит, давайте конкретно рассуждать. Да? Вот политические вопросы, вот там гуманитарные, вот остальные. Почему бы не сделать следующее? Почему бы? Если мы хотим подготовить предметную какую-то встречу, давайте, например, согласуем, вот в политическом треке согласуем подписание, текст меморандума или декларации, если слово меморандум заставляет вздрагивать, декларации о чем? О внеблоковом статусе и постоянном нейтралитете Украины, отсылая к изначальным основополагающим документам, учреждавшим современную украинскую государственность. Да? Украина, когда создавалась и когда ее признавали, в границах 1991 года она была внеблоковым, постоянно нейтральным, безъядерным государством и собиралась оставаться таковым. И таковым она была признана и вошла в международное общение. Вот почему бы не подписать декларацию, в которой констатируется начало возврата. Это не договор, это не соглашение, тут нет необходимости ратификации, но это показывает направление движения.
можем это сделать. То есть, тем самым дальше, почему бы не подписать декларацию о преодолении конфликтных проявлений в вопросах функционирования русского языка на территории Украины? Ведь это же есть предмет для постоянных противоречий и столкновений каких-то. Да? Давайте подпишем какой-то документ, который позволяет преодолеть общими усилиями вот эти негативные конфликтные проявления. Можно, если Украина встречно поднимает вопрос о функционировании украинского языка на территории России, можно посмотреть, что с этим надо сделать. Но текст вполне дистанционно можно согласовывать. Да? И тогда появится предмет для каких-то встреч, подписаний. Хотя вот эти документы, о которых я упомянул, надо подписывать на уровне министров иностранных дел. Ну, Пожалуйста, то есть декларация... Лавров, Сибига могут встретиться и подписать. Смотрите, декларация о капитуляции получается. Почему капитуляция? Это декларация о возврате к истокам, к основам, на которых держится, еще пока держится. Вот это изрядно потрепанная пирамида украинской государственности. Вот я просто говорю, если уж кто-то пытается свернуть на практический путь, то вот он. Но на самом деле никто не пытается свернуть на практический путь. А знаете, зачем Зеленскому нужна личная встреча с Путиным? Зачем? Причем обязательно в присутствии Трампа. Зачем? Как вы думаете? Вот почему он так рвется? Что он ждет от этой встречи? Нет, ну, какую понятно, ставку он делает? Смотрите, мне кажется, что здесь все очень просто. Это легитимизация. Ну, то есть, особенно самая лучшая же легитимизация. Он уже побывал везде. Он побывал во всех королевских домах, и с Трампом виделся, и встречался неоднократно, и со всеми. Ну, тут там с Си Цзиньпином не встречался. Ну, да ладно. Должен встретиться, говорит Ермак. Но это фактически лучшая легитимизация, это когда тебя признает противник в столкновении. Поэтому ему это очень нужно. И вот смотрите, мы добились встречи с Путиным, Путин пошел на попятную, и вот сейчас он тоже это продает и говорит, что смотрите, россияне сами уже говорят о встрече Зеленского и Путина. Вот есть плоды наших усилий. Ну, смотрите, как мне это кажется, да? Вот Зеленскому нужна эта встреча с Путиным в присутствии Трампа для последней решающей атаки. Это моя трактовка событий. Зеленский понимает, что проигрывает на двух сценах: на поле боя и на арене геополитического конфликта. И он хочет напоследок перенести столкновение на ту сцену, где он чувствует себя увереннее, на театральную сцену. Надеясь там дать такой вот последний показательный бой. Выйти вот в этой конкретной театральной мизансцене, в этих декорациях выйти неким моральным победителем. Вот, собственно, для чего он так упорно стремится к этой встрече. Значит, тут же как можно? Тут же можно все правильно срежиссировать, да? Перед встречей серия каких-то важных разогревающих публичных заявлений. Смотрите, я следую, да, на этот решающий рыцарский бой. Смотрите, как я иду с поднятым забралом, смело. Я буду отстаивать все то, ради чего пришел в политику, ну так, и так далее, и так далее. То есть нагнетание некого такого героического пафоса. Затем сама эта встреча, где можно делать какие-то драматические сигналы. Можно предложить, а давайте прямо сейчас, я вот здесь готов, вот ручка, вот бумага, давайте я от руки пишу текст, остановить все боевые действия с 0 часов этой ночью. Давайте. И мы отводим на 30 километров от линии соприкосновения войска. И заходят в буферную зону там французы и британцы. А вот давайте, прямо сейчас вот сидит Дональд рядом, а мы от руки пишем текст и его подписываем. И все человечество смотрит, затаив дыхание. Ах, вы не хотите? Тогда вон из Стамбула, карету мне карету, выйти и хлопнуть дверью.
Значит, они выбрали войну, заявить на выходе на пресс-конференции. Точнее так, Путин выбрал войну, и Трамп это видел. И мы посмотрим, что он теперь скажет, где сторонник мира, а где сторонник войны. Вот что-то такое. Я не самый, может быть, сильный сценарист. Зеленский тут может что-то более эффектное написать заранее. Но стремится он явно к этому, я практически не сомневаюсь. Ему нужен эффектный театральный спектакль на финише. После этого, да, он уже может уходить в отставку добровольно, с гордо поднятой головой. А вот эта сцена будет последним актом. Неплохо задумано, вот чисто режиссерски, как вы считаете, но боюсь, что этого не состоится, потому что сценарий читается, он не является секретом, и я сильно сомневаюсь, что Кремль на него пойдет, что Путин позволит на фоне себя вот такой моноспектакль разыграть. Так что вот эти самые практические треки, которые предлагается создать там, по вопросам военным, экономическим, гуманитарным, вот эти вещи все-таки прозвучали, и на них отказ на них – это тоже будет политический сигнал. И последнее, что я хотел упомянуть из многочисленных вами затронутых таких вот сюжетов, вы очень точно отметили одно событие, которое никак не комментировалось в связи со Стамбулом. Это приезд в Анкару Андрея Ермака, главы офиса, и его беседа с Эрдоганом, продолжительная беседа, по слухам, более 2 часов, за закрытыми дверями, после которой ничего не появилось, заметьте. А у вас какая версия, о чем говорили? Нет, ну здесь понятное дело, что говорили о встрече. Ну, Эрдоган на встречу не может повлиять. Не, Эрдоган, пожалуйста, подождите, он гостеприимный хозяин. Ну что вы говорите, он как очень не доволен. может? Подождите, ну вы новости не читаете, как не может? Эрдоган всеми говорит, мы сейчас будем всем звонить, мы сейчас вот и Путину позвоним, и Трампу позвоним, и Зеленскому позвоним, мы сейчас всех их сведем в Стамбуле. Ну, правда, про Зеленского там как-то, знаете, вот он не говорит. Мы, говорит, я Эрдоган, и, в общем, Путин и Трамп у меня должны встретиться и решить вопрос Украины. Вот это вот последнее его заявление, буквально вот вчерашнее. Эрдоган игрок. Просто интересная игра Турции. Вот очень интересно. Потому что после этой беседы так складывается впечатление, что Эрдоган же, конечно, союзник. Его так воспринимает Банкова. Складывается впечатление, что он заходит, но по кругам на воде, которых не видно, да, или которые очень мелкие, или очень тоненькие, едва уловимые. Мы понимаем, что здесь какой-то ход совместный с Эрдоганом готовит как раз-таки украинская сторона. Ну, это вот ваша версия, она интересная. Я позволю себе другую изложить. Эрдоган человек серьезный, влиятельный, но он выступает здесь гостеприимным хозяином. Он не может обеспечить явку Путина, он не может на него давить. Вот нет у него такой роли, нет таких рычагов. Более того, я думаю, что и желания нет, он не будет давить. А вот роль гостеприимного хозяина, который очень доволен, что именно Стамбул становится столицей мировой дипломатии, что именно здесь важнейшие события происходят. Ведь раньше они все в Женеву ломились, там что-то делать, или там в Вену ломились когда-то. Да? Вот все важные события, все важное происходило в Европе. А теперь столица мировой дипломатии переместилась в Стамбул, на Босфор. И здесь не случайно встречаются, так сказать, Европа и Азия на берегах Босфора. Вот здесь мы и будем отныне рулить. И он, проявляет себя как гостеприимный хозяин, организатор важных действительно дипломатических событий и действительно хорошо организует. Вы посмотрите, как все грамотно и четко было сделано, и все условия безопасности были обеспечены, все остальное. Дипломатический протокол весь был соблюден. В этом вопросе он
в целом турецкая команда и министр там иностранных дел очень умелый товарищ, значит, Эфенди, вот они все сделали. Но повлиять на Путина, чтобы он обязательно приехал, и вот к таким-то срокам и так-то как-то вот позицию поправил ради успеха, нет, это не дано турецкому лидеру. А вот что все-таки делал там Ермак в Анкаре? А вы знаете, у меня другое предположение, я рискнул. И помните, мы с вами беседовали в прошлой, по-моему, передаче или в предыдущей, беседовали о том, об островах. О том, на каком острове Владимир Зеленский, может быть, с семьей, с соратниками, мог бы найти приют после ухода с должности. И там звучал остров Святой Елены у нас. Мы как-то вот коснулись этой темы по очевидной причине. Во-первых, он такой уединенный, защищенный, а потом там завершал свою земную жизнь Наполеон Бонапарт, персонаж не чужой Владимиру Зеленскому, видимо, в чем-то ему симпатичный. Но я думаю, что все-таки после того, как мы с вами эту тему обсудили, а ее посмотрели в офисе президента, ребята достали карты, прикинули, все-таки нет, остров далековат от центров мировых событий. Ну, что такое 1000 километров в одну сторону, 1000 километров океана в другую сторону? Нет, давайте мы что-то другое поищем. Там ведь у Турции там десятки тысяч островов. В том числе есть некоторые очень удачно расположенные. Есть такие, значит, Принцевы острова в Мраморном море. Там от Принцевых островов, очень благоустроенных, абсолютно защищенных, 30 километров до центра Стамбула. Очень удобно. И понятно, что президент Турции Эрдоган, как гостеприимный хозяин, чемпион, можно сказать, гостеприимства, вполне может обеспечить вот какой-то остров, чтобы там разместить гостей, приехавших из Киева, и значительное какое-то время там провести. А захотят переместиться в сам Стамбул, ну, там часок на катере, и ты уже там, где нужно. Вот знаете, я предполагаю, что беседа шла на эту тему. И я думаю, что гостеприимный Эрдоган подтвердил, что принципиальная готовность на это есть. ну, это как бы предположение, пускай остается предположением. Поживем, увидим, посмотрим. Тут же другой момент происходит, и вы как Но политолог, запомните, Принцевы острова, Мраморное море. На смотрите, будущее. тут какой момент важен? Ну, считалось, что такой тихой гаванью для финансов, для людей, да, для окружения является, ну, там, Ближний Восток, ну, там, арабские страны, да, в том числе, вот туда, в ту сторону. Но последнее время разворачивающаяся история, причем они сами ошиблись и сами вот это как бы дали повод, украинские там соратники Ермака и Зеленского, уличить их в больше, чем дружбе. И спят в одном бункере вместе, и автоматы у них там были первое время, первые дни рядышком, и фильмы смотрят, и не отлипают друг от друга, и вот прям вот так вот это фактически одно целое, и вот этот оттенок нетрадиционных отношений сейчас витает и гуляет. И вы знаете, это абсолютный, ну, понятно, что тут скажет желтуха, да нет, да неправильные выводы сделали. Пытался же Сибига, когда рассказывал это Financial Times, он же пытался наоборот как-то обелить, каким-то образом выставить в правильном свете свое руководство. Но получилось, как всегда, перестарался, и получилось наоборот. И как раз таки вот эти арабские, мусульманские мужи, в том числе и Эрдоган, в том числе и принцы, шейхи, но они как-то не очень по этому поводу, ну, рады в плане переговоров и теплого приема подобным персонажам. Нет, это не основной трек, конечно, деньги решают все, однако подспудно это влияет на их отношения к паре Зеленского и Ермака, которые будут искать отходные аэродромы. Что думаете по этому поводу? Насколько
вот эта тень горбатой горы влияет на происходящее сейчас? Ну, по этому поводу я ничего не думаю. Точнее так, я думаю, что это все-таки троллинг больше, чем реальность. Арабы простят. Вот, их раздражает только демонстративность в этой сфере. А если все не демонстративно, то почему бы и нет? Нет, я не думаю, что это сколько-нибудь серьезно повлияет на политику, но как дополнительный троллинг в адрес уже завершающего свой политический путь президента, да, это, видимо, будет использоваться его противниками. Но все-таки давайте мы вот еще о чем подумаем. Ведь Трамп, как мы уже говорили, почему дал 50-дневный, да, хотелось бы сказать 50% скидку на тариф, но нет, 50-дневный этот самый ультиматум, меморандум и так далее. Почему? Он истекает как раз в начале сентября срок. На начало сентября у Дональда Трампа очень важное мероприятие. Он приглашен в Пекин отметить в торжественной обстановке 80-летие окончания Второй мировой войны против милитаристской Японии. Кстати, это будет повод многим пополнить багаж знаний о Второй мировой войне, который в широкой общественности довольно скуден. Немногие знают, что фактически Вторая мировая война аж в 1931 году началась с того, что милитаристская Япония напала на Китай и захватила, аннексировала Маньчжурию. Вот. Ну и так далее, пошло-поехало. То есть Китай фактически первым вступил в Вторую мировую войну и выходил из нее последним. Так что закономерно, что именно в Пекине 80-летие это самое состоится. И там будут вспоминать все драматические эпизоды, связанные с войной в Азии, а многие их не знают. Не знают, как была захвачена Корея полностью, что там происходило. Не знают, что была атакована Индонезия и фактически взята под контроль. И Филиппины, и Малайзия. Вы вот знаете, что все это было взято под контроль? И что даже была атакована Индия японскими войсками. Не очень долго и глубоко, но была атакована. Таким образом, вот есть что вспомнить вот этой азиатской части человечества в связи с окончанием, 80-летием окончания Второй мировой войны. Потому что мы все события этого грандиозной боевой эпопеи привязываем к Европе. А вот это неправильно, здесь определенный баланс надо выстроить. Конечно, главное происходило в Европе. Конечно, главные потери были понесены здесь. И главная роль была Советского Союза в победе над нацистской Германией. Но вспомнить о том, что происходило в Азии, полезно. И вот вспомнить обо всем этом приглашен Дональд Трамп в Пекин. Он пока не ответил на приглашение, но я надеюсь, что ответит. И, может быть, Дональд Трамп с его склонностью к великим историческим поступкам приурочит именно к своему визиту в Пекин 3 сентября подписание исторического, а других у него не бывает, торгового соглашения с Китаем, соглашение о тарифах и торговле. Это соглашение стремительно готовится. Оно уже на выходе. Судя по многим признакам, они уже по отдельным трекам договорились. Китай возобновил закупки Боингов. Соединенные Штаты разрешили снова продавать в Китай эти самые чипы для искусственного интеллекта от компании NVIDIA, так называемый H20. И многие другие вещи происходят такие, которые указывают, что все больше и больше тем вот в этих торговых противоречиях закрывают партнеры, явно готовясь к подписанию этого соглашения. И представить себе, что Дональд Трамп, уже дав согласие на этот визит и расписав уже все исторические события с этим связанные и эффектные кадры, и подготовив вот эту самую сделку, которую только он мог совершить, никто до него, он все это спустит в унитаз, введя в конце ультиматума стопроцентные
тарифы против Китая. Вот представить себе, ну, это совершенно невозможно. Это значит, что Дональд Трамп, отсчитав эти 50 дней, совсем о другом думал. Он думал о том, что стороны военного конфликта в Украине дозреют за эти 50 дней. А один из факторов дозревания – это вот такое ползучее отстранение Владимира Зеленского от власти и подготовка его замены. Ну, смотрите, тут еще такой момент. The Hill, например, публикует сегодня материал о том, что, в общем, ну, или вчера, да, получается, вчера публикует материал о том, что Китаю выгодна как раз-таки бесконечная война в Украине, мол, она Запад ослабляет, России победы, выгодно, чтобы не было, да, для Китая. Сценарий с проигрышем России в войне тоже не устраивает, потому что дестабилизирующие факторы, ну и так далее, все понимают. И в материале говорится, что вот, ну, условно, да, там, война элит в России может аннексировать некоторые регионы России, если там чего-то вдруг начнет распадаться в Российской Федерации. То есть такой очень правильный и хороший материал. Ввиду чего? Ввиду того, что есть определенная логика в описании, в подробном описании стратегии Китая. И получается, что таким вот поразительным образом нежелание Китая останавливать, чтобы останавливалась война в Украине, это получается поддержка Зеленского. Сначала самой статьи, я не знаю автора, статью не читал, но осуждаю. Значит, из черной кассы в криптовалюте Андрея Ермака оплачиваются несколько достаточно серьезных лоббистских фирм на территории Соединенных Штатов, которые периодически, в том числе, кроме вот такого личного лоббизма, персонального, они размещают публикации в каких-то значимых средствах массовой информации и отчитываются о потраченных деньгах таким образом. Вот я где-то так даже начал одно время коллекционировать, но когда перевалило число таких явно заказных публикаций за десяток, я перестал даже обращать внимание. Но никакого значения эта публикация не имеет, никакой необходимости у Китая делать эту войну вечной нет. Более того, Китай очень заинтересован в скорейшем завершении этого военного конфликта. Китаю нужна Европа. Китай видит, что Европа, ослабевшая в ходе этого конфликта, невероятно соблазнительна для него. Как источник технологий и как рынок 500-миллионный. Это нужно Китаю. И то, и другое ему нужно. С Европой у него уже многократно, почти были заключены очень перспективные инвестиционные и торговые соглашения. С них надо только сдуть пыль, немножко модернизировать, и можно подписывать хоть завтра, мешает только война. Вот поэтому коренной интерес Китая завершить войну и начать осваивать ослабевшую Европу, которую к тому же дистанцировал от себя Дональд Трамп неосторожно. Вот и все. Значит, все-таки вот это событие мы отметим, да, в Пекин, 3 сентября, и там наступит момент истины, а что же Трамп заготовил на момент истечения его ультиматума. А кроме того, там возможно еще одно важное завершение, а именно явление миру Большой Тройки. Это Россия, Китай, Соединенные Штаты, как когда-то в Ялте 80 лет назад, могут встретиться в формате Большой Тройки и поговорить о установлении нового мирового порядка не в противоречии, не в конфликте, а выстроив некоторый баланс геополитических интересов. Вот первый акт этой вот новой исторической эпохи, которая ознаменуется установлением нового миропорядка, мы можем увидеть в Пекине в сентябре. И если это произойдет, ну вот историки вроде меня вздохнут и скажут: да, я это видел. Я не видел Ялту 1945 года, но я видел Пекин 2025. И я удовлетворен.
Друзья, подпишитесь, пожалуйста, поставьте лайк. Телеграм-канал Сергея Борисовича, YouTube-канал Александр Шелест, уже телеграм-канал, который так и называется Шелест. Милости просим. У меня финальный вопрос, и он о людях. Это все, конечно, очень хорошо и прекрасно. Можно, конечно, развернуться в сторону США, там же Барака Обаму арестуют, не арестуют, а вот здесь, это же интрига, это же как классно. О людях кто будет думать? Вот главный вопрос. Произошла очень трагическая история. Значит, во Львове похоронили, ну так тихонько похоронили, там ряд бойцов 24-й бригады с припиской «умерли» или «погибли», да, в российском плену. Ну и все как-то погибли и погибли. Ну, в российском плену, ну, как-то погибли. Ну что ж, похоронили, да и все. А потом немножко так поскоблили чуть-чуть, да, вот попытались как бы пыль сдуть с этих, ну, вообще бригады. Оказалось, что это с того самого ила, который сбили над Белгородской областью, над Белгородом. И вот, ну, было заявлено, что передали тела. Ну и получается, что как бы чисто формально, да, в плену погибли. А неформально, правда, никто ну, не узнает. Или, может быть, после войны узнает. Хотя все прекрасно понимают, что был сбит борт, там были пленные, это всячески пыталось мусолить, скрыть, прикрыть. А есть же не только история, например, ну вот в классическом понимании, да, там история, как произошло то или иное событие. А есть же еще история семей, есть же еще история народа, есть же еще история там определенных жителей, там, населенного пункта и так далее. Когда закончится этот поток лжи? Вместе с уходом Зеленского? Или Зеленский уйдет, и мы вот этот весь ужас и кошмар пережитого, да, мы еще больше препарируем ложью? Ложь в политике не закончится никогда, а вот конкретные примеры этой лжи, да, они могут быть выявлены. И произойдет, я думаю, это достаточно скоро. Вот в этом трагическом эпизоде, когда был сбит самолет, который перевозил пленных на уже согласованный обмен, что здесь меня поражает? Вообще отсутствовало какое бы то ни было серьезное следствие со стороны Украины. И даже Верховная Рада, а почему бы ей не создать тогда или хотя бы сейчас вот эту самую тимчасовую следчую комиссию? Почему бы это не сделать? Временную следственную комиссию. И не разобраться, а кто все-таки тогда принимал решение нанести удар по самолету. Но то, что с этим разберутся, и инициаторами будут, скорее всего, семьи тех, кто буквально вот накануне возвращения домой был таким образом умерщвлен, злодейский. Вот я думаю, что это состоится, причем достаточно скоро, и тогда, действительно, когда завершатся военные действия, идущие уже к концу. Но я бы подумал еще о людях вот каких, о тех людях, которые сейчас выходят на площади и улицы украинских городов. Там много молодых людей. И невероятно важно, просто критически необходимо, чтобы они задумались сейчас о собственном будущем и о том, куда дальше после войны пойдет страна. У меня такое ощущение, что вот смысл этого их протеста состоит в том, что зеля черт не справился, что вот эта команда, которая сейчас на выходе в дверях, она просто провалила дело, а это дело нужно подхватить и продолжить. То есть, вот все то же самое, всю эту одвечную борьбу с одвечным ворогом нужно продолжить более умело, договорившись заново с западными союзниками. И вот если на второй круг заход произойдет, да господи, на какой второй, на шестой уже, если всех президентов считать, вот этой вечной смертельной вражды, которая только уничтожением одного из соперников может завершиться, если вот на эту бесконечную спираль опять зайдут и вот эти молодые сейчас прыгающие по площадям со старой кричалкой.
ну, это будет караул и катастрофа. Это означает, что поражение Армавира, поражение вот этого самого, этой команды Зеленского превратится в национальную катастрофу, национально-государственный коллапс. Вот это меня тревожит больше всего сейчас. Вот с этими людьми, если все живое, что есть в украинском политическом, культурном сообществе, а там есть что-то живое наверняка, вот все живое должно думать об этом, говорить с этими людьми, предлагать им какие-то иные мирные варианты послевоенного существования. И это нельзя пускать на самотек. Иначе прекращение войны, вот миротворцы вроде нас с вами добьются, а продолжение конфликта мы не прекратим. То есть конфликт продолжится, и до следующей войны будет не так много времени. Вот давайте думать о долгом мире, об устойчивом мире, о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, которое мы когда-то записали в большой договор между Россией и Украиной. Ну, Вот к знаете, этим основам надо вернуться. знаете, хоть бы хоть какой-то мир. Хотя тоже верно. Лучше никакого, чем какой попало. Ну, так как в личных отношениях есть такие переговоры, ну, такие поговорки, да. Тем не менее, будем следить за событиями. Спасибо большое, Сергей Борисович, за время и мысли. Мира и благополучия. Друзья, берегите себя, всем добра и света. Увидимся.